Утро началось с тишины, но это была не та уютная, обволакивающая тишина, которую я так любила раньше. В последние недели наш дом, наша крепость, казался мне чужим. Я сидела за кухонным столом, грела руки о чашку с остывшим кофе и пыталась сосредоточиться на квартальном отчете. Цифры расплывались перед глазами. Мысли, словно навязчивые мухи, возвращались к одному и тому же, к Светлане, нашей новой няне, и к моей свекрови, Ирине Петровне. Дмитрий уже уехал на работу, поцеловав меня дежурно в макушку. Олеся была в садике. Казалось бы, идеальное время для работы, но тревога не отпускала. Все началось с мелочей, странные взгляды, шепот, который прекращался, стоило мне войти в комнату, и это вечное ощущение, что за мной наблюдают. Словно я была не хозяйкой в собственном доме, а незваной гостьей, за которой нужен глаз да глаз. Мой телефон вибрировал на столе, вырывая из раздумий. Уведомление от приложения видеоняни: обнаружено движение в детской. Я нахмурилась. Олеси дома нет, Светлана ушла в магазин. Кто может быть в комнате дочери? С замирающим сердцем я разблокировала экран. На зернистом изображении я увидела Ирину Петровну. Свекровь стояла посреди детской. Ее безупречная осанка, идеально уложенные волосы, дорогой костюм — все в ней кричало о власти и контроле. Она не просто зашла проверить порядок. Она стояла на цыпочках возле книжного шкафа и что-то поправляла на верхней полке, прямо там, где стояла камера видеоняни. Ее ухоженные пальцы ловко изменили угол обзора, чуть сдвинув объектив в сторону кроватки и игровой зоны. «Что вы делаете?» Прошептала я в пустоту кухни. Внутри поднялась холодная волна страха. Это не было похоже на заботу бабушки. В ее движениях сквозила вороватость, несвойственная ее обычному надменному поведению. Интуиция, тот самый тихий голос, который я так часто игнорировала, чтобы не ссориться с мужем, теперь кричала: «Она следит за тобой. Она готовится к чему-то». Я вспомнила наш последний разговор. Ирина Петровна тогда смотрела на меня с привычной смесью жалости и брезгливости, приговаривая, что воспитание девочки из хорошей семьи требует тонкости, которой мне, увы, не дано. Неужели она решила перейти от слов к делу? Но зачем трогать камеру? Я отложила телефон и решительно встала. Нужно было проверить, что именно она там делала, пока ее нет в комнате. Я вошла в детскую, стараясь ступать неслышно, хотя дома никого не было. Воздух здесь пах лавандой и детской присыпкой, запах моего счастья, которое теперь казалось таким хрупким. Я подошла к полке и осмотрела камеру. Вроде бы ничего особенного, просто чуть изменен угол. Но зачем? Чтобы лучше видеть кровать? Или чтобы что-то звездочка не звездочка попало в кадр? Взгляд упал на любимую игрушку Олеси, огромного плюшевого медведя, которого Светлана подарила ей в первый же день работы. Подарок от бабушки, чтобы охранял твой сон, так она сказала. Олеся с ним не расставалась, спала в обнимку, сажала за стол, шептала ему свои детские секреты. Медведь сидел в углу кроватки, его стеклянные глаза смотрели прямо на меня. Какое-то странное чувство заставило меня взять игрушку в руки. Медведь показался мне неестественно тяжелым для обычной набивки из синтепона. Я сжала его плюшевый бок. Внутри что-то было. Что-то твердое, прямоугольное, спрятанное глубоко в мягком животе. Руки задрожали. Я понимала, что сейчас совершу вандализм, но остановиться уже не могла. Сбегав на кухню за маленькими ножницами, я вернулась и аккуратно, стараясь не повредить ткань слишком сильно, распорола шов на спине медведя. Пальцы нащупали холодный пластик. Через минуту я держала на ладони маленькую черную коробочку с мигающим красным огоньком.
Это был не просто GPS-трекер. Это был профессиональный прослушивающий жучок с микрофоном и, возможно, накопителем данных. Меня бросило в жар, а затем в ледяной холод. Подарок от бабушки, эхом прозвучал в голове голос няни. Значит, они слушали все. Каждую сказку на ночь, каждое мое ласковое слово, каждое мое раздражение, когда Олеся капризничала. Они собирали досье. Но для чего? Ответ пришел мгновенно, и он был страшнее любой догадки. Они хотят забрать у меня дочь. Ирина Петровна никогда не скрывала, что считает меня недостойной партией для ее сына-миллионера, а теперь, видимо, решила, что я недостойна и воспитывать ее внучку. Слезы жгли глаза, но я заставила себя не плакать. Если я сейчас устрою истерику, если позвоню Дмитрию и начну кричать, они все отрицают. Скажут, что это радионяня, что я параноик, что я сошла с ума от усталости. Дмитрий, как всегда, встанет на сторону матери. «Лена, мама просто беспокоится, ты преувеличиваешь». Я слышала это сотни раз. Нет. Я не дам им такого шанса. Я аккуратно вернула устройство внутрь медведя, стараясь положить его ровно так же, как оно лежало. Взяла иголку с ниткой и зашила шов, делая стежки максимально похожими на фабричные. Руки дрожали, но я справилась. Поставила медведя на место. Теперь я знала правду. И эта правда требовала не истерики, а холодного расчета. Война была объявлена, и я собиралась в ней победить. Вечером того же дня я попыталась прощупать почву в разговоре с мужем. Дмитрий сидел в гостиной, уткнувшись в планшет, типичная картина нашего вечера. Он выглядел уставшим, и мне на секунду стало жаль его. Он ведь действительно не видел того, что происходит, или просто не хотел видеть, чтобы не рушить свой идеальный мир. «Дим», — начала я, присаживаясь на край дивана. «Тебе не кажется, что Светлана ведет себя немного странно?» Он даже не поднял глаз от экрана, лениво пролистывая новости. «Странно. В чем именно, Лена?» Она отлично справляется, Олеся ее обожает. Дом блестит, ужин готов. Чего тебе еще не хватает? Дело не в уборке, я старалась говорить спокойно, хотя внутри все клокотало. Она слишком навязчива. И эти ее постоянные звонки? Я сегодня слышала, как она обсуждала нас с кем-то по телефону. И твоя мама. Она приходит, когда нас нет. Дмитрий наконец отложил планшет и посмотрел на меня с легким раздражением. Опять ты за свое? Лена, мама имеет право навещать внучку. Это ее дом так же, как и наш. Ну, в смысле, она член семьи. А Светлана – профессионал, которого мама нашла через лучшие агентства. Ты просто устала на работе, вот тебе и мерещится всякое. Теории заговора, шпионы. Это смешно. Смешно. Я почувствовала, как обида комом встает в горле. Дим, я нашла. Я осеклась. Если я сейчас скажу про жучок, он потребует доказательств. Мы пойдем в детскую, спорим медведя. А если Светлана или Ирина Петровна уже поняли, что я что-то заподозрила, и убрали его? Или, что еще хуже, Дмитрий скажет, что это для безопасности Олеси, и я снова окажусь истеричкой. «Что ты нашла?» — переспросил он, нахмурившись. «Ничего», — выдохнула я, отводя взгляд. «Просто мне некомфортно. Я чувствую, что мой авторитет матери подрывают». Олеся стала говорить фразами твоей мамы. Сегодня она заявила, что нужно уметь вертеться, чтобы чего-то добиться. 5-летний ребенок. Дмитрий рассмеялся, и этот смех резанул меня больнее ножа. Ну,
Это же правда. Мама – мудрая женщина. Олеся впитывает умные мысли. Лена, пожалуйста, давай не будем ссориться из-за ерунды. Я хочу отдохнуть. Я встала и вышла из комнаты. Разговор окончен. Он не на моей стороне. Я одна в этом доме, окруженная врагами и слепым союзником. Но отчаяние, которое еще утром грозило меня раздавить, теперь трансформировалось в холодную ярость. «Хорошо, Дима», — подумала я, — «ты хочешь фактов? Ты их получишь. Но тогда уже будет поздно что-то менять». Следующие несколько дней я жила двойной жизнью. Внешне я была прежней Еленой, уставшей, немного рассеянной, покорно принимающей советы свекрови. Но внутри меня работал механизм, запущенный находкой в медведе. Я понимала, если они следят за мной, то мне нужно следить за ними. Но как установить камеры в доме, который просматривается и прослушивается? Любое мое действие могло быть замечено. Мне нужен был план. Я дождалась пятницы. В этот день Светлана обычно гуляла с Олесей в парке не менее 2 часов, а Ирина Петровна была в салоне красоты, это было ее священное время. Я отпросилась с работы пораньше, сославшись на мигрень. Приехав домой, я первым делом подошла к щитку в прихожей и отключила электричество во всей квартире. Если они смотрят камеры, пусть думают, что выбило пробки, решила я. В полумраке квартиры, подсвечивая себе фонариком телефона, я достала купленные накануне миниатюрные камеры. Они были крошечными, с автономным питанием и записью на карту памяти, никакого Wi-Fi, который можно перехватить. Я действовала быстро и методично. Одну камеру я спрятала на кухне, замаскировав ее среди банок со специями на верхней полке. Вторую — в гостиной, в гуще листьев высокого фикуса. Третью, самую маленькую, я прикрепила в детской, но так, чтобы она смотрела на зону, где обычно сидит няня, и была невидима для объектива видеоняни. Сердце колотилось как бешеное. Я чувствовала себя героиней шпионского боевика, и это было бы смешно, если бы накануне стояла моя дочь. Закончив установку, я выждала еще 10 минут для верности, а затем включила рубильник. Дом ожил, техника запищала, загружаясь. Я села на диван, притворившись спящей, чтобы, если кто-то спросит, почему не было света, я могла сказать, что спала и ничего не заметила. Вечером я начала свою игру. Я стала оставлять ловушки, не физические, а информационные. «Светлана», — сказала я, когда няня мыла посуду. «Знаешь, я тут подумала. Дмитрий прав, мне нужно больше заниматься собой. Я, наверное, запишусь на курсы, скажем, экстремального вождения. Давно мечтала». Я видела, как напряглась ее спина. «Экстремального вождения?» Переспросила она, стараясь говорить безразлично. «А это не опасно?» Дмитрий Сергеевич, наверное, будет против. «А я ему не скажу», — подмигнула я, чувствуя себя великой актрисой. «Пусть это будет мой маленький секрет. Буду ездить по вечерам вместо спортзала». Я знала, если эта информация дойдет до Ирины Петровны, она обязательно использует ее против меня. Она выставит меня безответственной матерью, которая рискует жизнью ради адреналина, вместо того, чтобы сидеть с ребенком. Это будет первым доказательством прямой связи между няней и свекровью. Прошло 3 дня. Я ежевечерне извлекала карты памяти из своих тайников, пока все спали, и просматривала записи на ноутбуке под одеялом, в наушниках. То, что я увидела, превзошло мои худшие ожидания. На первой же записи, сделанной в понедельник утром, я увидела, как Светлана, едва за мной закрылась дверь, достала телефон. Ее лицо, обычно такое милое и простоватое, преобразилось.
На губах играла циничная усмешка. «Да, Ирина Петровна, она ушла», — говорила она, вальяжно развалившись на моем любимом кресле. «Да, я проверила. Она ничего не подозревает. Дура дурой, честное слово. Вчера опять жаловалась мужу, что устала. Нет, суп она не варила, заказала доставку. Конечно, я скажу Диме, что она кормит ребенка фастфудом. Не волнуйтесь, все зафиксировано». Я сжала кулаки так, что ногти впились в ладони. Фастфудом. Я заказывала диетическое меню из лучшего ресторана, потому что не успевала приготовить. Но для Димы это будет подано под соусом «Мать ехидно кормит дочь гамбургерами». На другой записи была сцена в детской. Олеся капризничала, не хотела убирать игрушки. Светлана вместо того, чтобы успокоить ребенка, присела рядом и зашептала: «Бедная моя девочка. Мама опять тебя бросила, да? Убежала на свою работу. Мама тебя не любит так сильно, как бабушка. Вот бабушка бы никогда тебя не оставила. Бабушка хочет забрать тебя к себе в большой красивый дом. Хочешь к бабушке?» «Хочу», — захныкала Олеся. Меня трясло от ярости. Это была не просто слежка. Это была психологическая обработка моего ребенка. Они методично, день за днем, разрушали мою связь с дочерью, настраивали ее против меня, превращали меня в монстра в ее глазах. Но самое страшное было впереди. На записи с кухни я увидела, как Ирина Петровна, пришедшая в мое отсутствие, передает Светлане пухлый конверт. «Это аванс за следующий месяц», — сказала свекровь. «И премия. Ты отлично справляешься, Светочка». Дима уже на взводе. Он жаловался мне вчера, что Елена стала нервной и скрытной. Мы близки к цели. Скоро я подам на опекунство, а эту нищебродку вышвырну на улицу. У меня уже готов адвокат. Нам нужно только одно веское доказательство ее неадекватности. Она говорила про какое-то экстремальное вождение, услужливо подсказала Светлана, пряча деньги в карман фартука. Сказала, что будет врать мужу. Отлично, глаза свекрови хищно блеснули. Это просто подарок. Скрывает от мужа, рискует жизнью. Мы это используем. Продолжай наблюдение. Я закрыла ноутбук. Руки дрожали, но страха больше не было. Была лишь ледяная решимость. У меня было достаточно доказательств, чтобы уничтожить их обеих. Но просто показать видео Диме тетрастет было недостаточно. Он мог начать оправдывать мать, искать смягчающие обстоятельства. Мне нужно было шоу. Мне нужен был эффект разорвавшейся бомбы, после которого пути назад не будет. Я взглянула на календарь. Завтра пятница. Семейный ужин, на котором настояла Ирина Петровна. Идеально, подумала я. Завтра вечером я устрою им премьеру, которую они никогда не забудут. Весь следующий день прошел как в тумане. Я действовала на автомате, но каждое мое движение было выверено. Я позвонила своей знакомой юристке Светлане Игоревне, какая ирония, тезка нашей предательницы, и скинула ей копии видеозаписей. Этого более чем достаточно не только для увольнения, но и для уголовного дела о вторжении в частную жизнь и клевете, подтвердила она. Но с опекой будь осторожна. Ирина Петровна – женщина влиятельная. Тебе нужно, чтобы муж был на твоей стороне на 100%. Он будет, ответила я, у него просто не останется выбора. Вечером я накрыла стол. Достала лучший сервиз, зажгла свечи. Я хотела, чтобы атмосфера была максимально торжественной и уютной, контраст,
который сделает разоблачение еще более болезненным. Дмитрий вернулся пораньше, помогал расставлять тарелки. Он выглядел виноватым, видимо, наш последний разговор не давал ему покоя. «Лена, прости, что я был резок», — сказал он, обнимая меня за талию. «Я просто хочу мира в семье». «Я тоже, милый», — я улыбнулась ему, и это была, пожалуй, самая искренняя улыбка за неделю. Сегодня мы наконец-то расставим все точки над «и». В дверь позвонили. На пороге стояла Ирина Петровна. Она выглядела как королева-мать, в норковом манто, несмотря на теплую осень, с идеальной укладкой и презрительно поджатыми губами. Следом за ней семенила Светлана, изображая скромность и покорность. «Добрый вечер», — процедила свекровь, проходя в гостиную и критически оглядывая стол. «Вижу, ты расстаралась, Елена. Надеюсь, еда съедобная, а не из доставки?» Дмитрий дернулся, но промолчал. Я лишь кивнула. «Все домашние, Ирина Петровна. Специально для вас. Проходите, присаживайтесь». Ужин начался в тягостном напряжении. Свекровь сыпала колкостями, Светлана поддакивала, Дмитрий пытался сгладить углы. Я молчала, наблюдая за ними. Я видела, как они переглядываются, чувствуя свое превосходство. Они думали, что я мышь, загнанная в угол. Они не знали, что мышеловка захлопнется не на мне. «Кстати, Дима», — вдруг сказала Ирина Петровна, откладывая вилку. «Я слышала, Елена увлеклась экстремальными гонками. Странное хобби для матери, не находишь? Особенно, когда ребенок нуждается во внимании». Дмитрий удивленно посмотрел на меня. «Гонками. Лена, а чем она?» Вот он, момент истины. Она заглотила наживку. «Я тоже хотела бы об этом поговорить», — спокойно произнесла я, «но сначала я хочу показать вам кое-что другое. У нас сегодня вечер кино». Я встала и достала пульт. На стене, напротив стола, висел большой телевизор. Я заранее подключила к нему ноутбук. «Что за глупости?» — фыркнула свекровь. «Мы не в кинотеатре». «Поверьте, вам понравится», — жестко сказала я. «В главных ролях вы». Я нажала кнопку play. Экран вспыхнул. Первым кадром пошла запись из кухни. Светлана, развалившаяся в кресле, докладывающая по телефону о том, что я дура и кормлю ребенка фастфудом. В комнате повисла мертвая тишина. Я видела, как краска отлила от лица няни, превращая ее в серую моль. Дмитрий застыл с бокалом в руке, не понимая, что происходит. Затем кадр сменился. Детская. Шепот Светланы Олесе: «Мама тебя не любит, бабушка заберет тебя». Звон разбитого стекла. Это Дмитрий выронил бокал. Красное вино растекалось по белоснежной скатерти, как кровь. «Что это?» — хрипло спросил он. Но видео продолжалось. Финальный аккорд. Ирина Петровна передает конверт с деньгами. Эту нищебродку вышвырну на улицу. Доказательство ее неадекватности. Я нажала на паузу. На экране застыло перекошенное злобой лицо моей свекрови. В реальности же она сидела бледная, как полотно, хватая ртом воздух, словно рыба, выброшенная на берег. «Ну что?» — мой голос звенел в тишине. «Обсудим мою неадекватность. Или, может быть, обсудим статью 137 Уголовного кодекса о нарушении неприкосновенности частной жизни?» Первой опомнилась Ирина Петровна. Она вскочила со стула так резко, что опрокинула свой бокал.
Вино растеклось по белой скатерти, смешиваясь с пятном от бокала Дмитрия, и теперь стол напоминал поле битвы. «Это монтаж», — взвизгнула она, и ее всегда такой мелодичный, поставленный голос сорвался на базарный крик. «Дмитрий, ты же не веришь в этот бред?» Она все подстроила. Это дипфейк, сейчас технологии позволяют нарисовать что угодно. Она хочет поссорить нас. Я молчала, скрестив руки на груди. Мне не нужно было ничего говорить, за меня говорил экран, где стоп-кадром застыло ее лицо, искаженное жадностью и ненавистью. Светлана, в отличие от своей покровительницы, не стала отпираться. Она вжалась в стул, закрыв лицо руками, и тихо заскулила. Она понимала, игра окончена, и она в ней главная пострадавшая. Дмитрий медленно поднялся. Он выглядел так, словно постарел на 10 лет за 1 минуту. Он смотрел не на меня и не на экран. Он смотрел на мать. «Монтаж?» — переспросил он тихо, но в этой тишине было больше угрозы, чем в любом крике. «Мама, ты говоришь про опекунство. Ты говоришь про то, чтобы выгнать Лену на улицу. Ты платишь няне за шпионаж. Это тоже монтаж? Деньги в конверте — это спецэффекты? Я хотела как лучше». Ирина Петровна сменила тактику. Теперь в ее глазах стояли слезы, а голос дрожал от праведного гнева. «Ты слеп, Дима. Эта женщина тебе не пара. Она тянет тебя вниз. Посмотри на нее, простушка, серая мышь. Я хотела спасти твою дочь. Я хотела, чтобы Олеся росла в достойном окружении, а не с матерью, которая кормит ее помоями и врет мужу. Да, я заплатила Светлане. Потому что ты отказался меня слушать. Спасти дочь?» Дмитрий шагнул к ней. «Ты учила няню настраивать Олесю против родной матери. Я слышал это своими ушами, мама. Мама тебя не любит. Ты хоть понимаешь, что ты творишь? Ты ломаешь психику моему ребенку, чтобы потешить свое эго. Олеся». Я вдруг вспомнила, что дочь все еще здесь, притихшая, с широко раскрытыми глазами, сжимающая ложку. Я бросилась к ней. «Солнышко, беги в свою комнату. Быстро. Возьми планшет, включи мультики. Папе и бабушке нужно поговорить громко». Дочь, напуганная напряжением, послушно соскочила со стула и убежала. Только когда дверь детской захлопнулась, я позволила себе выдохнуть. Теперь можно было не сдерживаться. «Вон», — сказал Дмитрий. Он не кричал, но его голос звучал, как удар молота. «Обе. Вон из моего дома». Светлана подскочила первой. Она схватила свою сумку, роняя на пол салфетки, и, бормоча невнятные извинения, кинулась в прихожую. Она даже не попыталась просить расчет или оправдываться, страх перед уголовным делом, о котором я упомянула, оказался сильнее жадности. Через секунду хлопнула входная дверь. Ирина Петровна осталась стоять. Она выпрямилась, поправила манто, пытаясь вернуть себе остатки былого величия. «Ты выгоняешь мать?» Ледяным тоном спросила она. «Из-за этой интриганки? Ты пожалеешь, Дмитрий. Когда она оберет тебя до нитки и бросит, не смей приползать ко мне. У меня больше нет сына. А у меня больше нет матери, которая предает мою семью», — отрезал Дмитрий. «Ключи. Положи на стол». Она замерла, сверля его взглядом, полным ненависти. Затем, с гримасой отвращения, швырнула связку ключей на залитую вином скатерть. Звон металла прозвучал, как финальный гонг. «Ноги моей здесь больше не будет»,
процедила она, проходя мимо меня. На секунду она задержалась, и я увидела в ее глазах бессильную злобу загнанного зверя. «Ты думаешь, ты победила? Ты просто отсрочила неизбежное. Он все равно поймет, кто ты такая». «Он уже понял», — спокойно ответила я, глядя ей прямо в глаза. «И я поняла. Прощайте, Ирина Петровна». Когда за ней закрылась дверь, в квартире наступила звенящая тишина. Слышно было только, как гудит холодильник и как капает вино со скатерти на дорогой паркет. Дмитрий стоял посреди разгромленной гостиной, опустив плечи. Весь его лоск, уверенность успешного бизнесмена, все это слетело, оставив растерянного, преданного человека. Он повернулся ко мне. В его глазах я увидела боль, стыд и страх. «Лена», — начал он хрипло. «Я не знаю, что сказать. Прости, здесь звучит жалко». Я подошла к столу и начала машинально собирать посуду. Руки все еще немного дрожали, но внутри было пусто и спокойно, как после сильной грозы. «Ты прав, Дима. Прости, это слишком мало. Ты месяцами не слышал меня. Ты позволял ей унижать меня в моем собственном доме. Ты верил наемной работнице больше, чем жене. Я идиот», — он закрыл лицо руками. Я привык, что мама всегда права. Она всегда управляла всем, контролировала. Я думал, она действительно хочет помочь. Я не мог представить, что она способна на такую подлость. Опекунство. Господи, Лена, она хотела забрать Олесю. Он поднял на меня взгляд, полный ужаса. До него только сейчас доходил весь масштаб катастрофы. Если бы ты не поставила эти камеры, если бы ты не была такой сильной, я бы своими руками разрушил нашу жизнь. Я бы позволил ей победить. Я подошла к нему и взяла его за руки. Они были ледяными. Я сделала это не для того, чтобы доказать свою правоту, Дима. Я сделала это, чтобы защитить дочь. И тебя. Потому что ты тоже был ее жертвой, просто не понимал этого. Но теперь ты знаешь. И теперь все будет иначе. Он опустился передо мной на колени, уткнувшись лбом мне в живот. Я почувствовала, как вздрагивают его плечи. Мой сильный, непробиваемый муж плакал. Я гладила его по волосам, понимая, что простить сразу я не смогу. Доверие — это не выключатель, его нельзя просто щелкнуть и вернуть свет. Нам придется заново учиться верить друг другу. Но главное мы сделали, мы вырезали опухоль, которая убивала наш брак. Прошло 2 месяца. Осень окончательно вступила в свои права, за окнами лил холодный дождь, но в нашем доме теперь было тепло. Настоящее тепло, а не показное благополучие. Мы сменили замки на следующий же день после того ужина. Дмитрий сам вызвал службу безопасности и установил новую систему, пароль от которой знали только мы двое. Светлану я больше не видела, но слышала от знакомых, что она уехала из города. Видимо, репутация в агентствах была испорчена безнадежно, а Ирина Петровна, разумеется, не заплатила ей обещанный золотой парашют. Свекровь пыталась звонить Дмитрию через неделю. Сначала с угрозами, потом с жалобами на здоровье, классическая манипуляция, у меня сердце прихватило. Но Дима не взял трубку. Он заблокировал ее номер. Это решение далось ему нелегко, я видела, как он мучился, но он сделал свой выбор. Он выбрал нас. Мы сидели на ковре в гостиной и собирали с Олесей огромный замок из конструктора. «Мам, а бабушка больше не придет?» Вдруг спросила дочь, пристраивая башню. Я переглянулась с Дмитрием. Он отложил деталь и серьезно посмотрел на Олесю.
Нет, малыш. Бабушка теперь будет жить отдельно и не будет нам мешать. Но мы с мамой всегда будем рядом. И мы тебя никому не отдадим. Олеся кивнула, удовлетворенная ответом, и вернулась к игре. «А знаешь», — сказал мне Дима, когда дочь убежала за новой коробкой кубиков. «Я благодарен тебе». «За что?» Удивилась я. «За то, что ты не сдалась. За то, что ты оказалась умнее меня. И за то, что ты все еще здесь». Я улыбнулась и положила голову ему на плечо. Я смотрела на нашу дочь, на наш уютный дом, свободный от чужих глаз и ушей. Я больше не чувствовала себя жертвой или бедной родственницей. Я была хозяйкой своей жизни. Я прошла через ад сомнений, предательства и страха, но вышла из него с победой. «Я никуда не собираюсь», — ответила я. «У нас еще много дел. Нам нужно достроить этот замок». И я знала, что теперь наш собственный замок выдержит любую осаду. Потому что теперь мы строим его вдвоем, и в его фундаменте больше нет лжи.